Вот они, прелести парковки. Когда тебя забивают в ряд друг за дружкой. Видите, мой ряд уже, этот ряд ушел. Вот коллега еще стоит, спит. Вот коллега сзади хочет выехать. Поехать не может. Начинается тут вот фигурное вождение. Я как бы 8 планировал выезжать. Сейчас 7. Так что ко мне никаких претензий. Да и за мной еще машинки стоят. А сейчас тут все уже разъедутся. Как мы соберемся ехать. Как мы соберемся ехать, то уже и... Так себе стоянка, я вам сразу скажу. Зеркало на месте. Доброе утро. 25 января. Так себе стоянка. Интернет слабенький. Почему-то заезжал, вроде нормально был. Сейчас кино вам доделаем. И это. Чай попьем. И мы поедем. Разъезжаются люди. Ну да, 7 утра, пора работать. Кто-то совсем расслабился. По итогу без 15:09. Мы только трогаемся. Время-то у нас уже московское. Мы же в Татарстане. Ну тут как бы мне сказали, что выгрузка у меня на выходных не работает. А сегодня среда. До Минска 1770 километров. В пятницу мы на Брест при всем огромнейшем желании не успеваем. Можно ехать спокойно. Мы так каждый день едем. Все время едем спокойно. Вот. Ну, это был последний раз, когда я сюда приехал. Первый и последний. Интернет как бы работает, все. Туалет, в общем-то, удобства терпимые, нормальные. Парит. Но это, вот сама эта категория парковки, вот, не знаю, как кто, категорически не приемлю такую парковку. Ну вот мало ли что, ну мало ли. И что потом делать, как разъезжаться, как, ну, ситуации ж разные бывают. Но ехать реально вчера больше уже никуда не хотелось. Дорожники. Ямки латаете, да? Минус 6. Ну, а что нет-то? А нет, они там что-то делают. Знак какой-то. А вот Тургай. Нет, это не Тургай, это еще развязка на Елабугу. Тургай чуть дальше. Туман какой-то. Может, свет включить или пока не надо. Дорога мокрая. Куда мы сегодня доедем? Не знаю, куда мы сегодня доедем. Говорят, там это Чувашия, Нижегородка, они там совсем ушатанные, быстро не поедешь. Скоро узнаем.
сколько здесь? Метров 180 до Казани, 109, 200. Ну так примерно. Казань брал, Астрахань брал. Шпака не брал. Нифига себе, монгол. Я думал, они так далеко не ездят. Монгольские номера. Коллега побежал. Еще себе. Не ожидал. Ну там до Иркутска видел, под Кемерово видел. Чтоб сюда, на европейскую часть. Наверное, первый раз я вижу монгольские номера здесь. Красавчик. На одиночке. Ну да. Ну, либо поломка, может колесо стрельнуло, либо приснул, обочину цепанул. Такое тоже бывает. Переднее могло тоже, мало ли, колесо выстреливает, все, машину сразу уводит. Зацепил обочину и все. Может и приснул, кто его знает. Потому что, ну так-то дорога-то сухая, и вчера она была сухая. Главное, что не лег. Уже намного проще. Кстати, очень печально. Не будем эту Казаньку обходить. Блин, смотрите, под какой интересной мы сейчас штукой будем проезжать. Камень в лобовик не прилетит, как не в лобовик, а в боковое вот сюда. Я когда сюда ехал, видел такое, как раз на этой полосе было. Видел, люди проезжали. Не, нормально, она по высоте идет. Ну, стрёмная такая картина. Вам не кажется? Мама! Пронесло. Казань наша. Сандовский подъем спустились. Скоро его тут отделают. Будем вот там справа ездить. Будет полностью четырехполоска. Сейчас только вот Свиягу перепрыгнуть или форсировать, как кому больше нравится. И все, и дальше пойдет четырехполоска до Чувашии. Минус 5, тепло, сухо. Милое дело. Пока. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano.
Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you're setting free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you're setting free? Blow it up like a volcano. Пока по Чувашии все красиво. С дорогой, я имею в виду. Ну, она тут новая. Ну, парни говорили за Нижегородку. Чувашия, все, катишься, асфальте, все. Ям нет. Цивильск на горизонте. Не так долго осталось, пару часиков, и мы заедем в Нижегородскую область, дай бог. Река Малая Цивиль. Да, правда, малая. -3 вообще на улице. Весна, все тает. Ну, почти. По сравнению с тем, что если на данный момент смотреть, пару дней назад там Сибирь взять, Дальний Восток, там жесткие морозы давили. Вовремя мы оттуда ноги сделали. Очень вовремя. Вот с Лехой виделись. Вот тогда на Благовещенск, говорит, блин, 47 что-то или 49 даже, он сказал, где-то в низинке было. Свежо так, свежо. Очень свежо. Иркутск там 40-ник, 45 там. Серьезные такие температуры. Первый раз тут обедал. Даже как-то тут ночевал. Русь, 689 километр. Ну вот, смотрите, солянка, люля-кебаб, жареная картошка, салат с капусты, стакан компота, чай, 2 булочки. Во-первых, все очень вкусно. Сытно, что еле ноги волоку. И во-вторых, 387 рублей мне обошлось. Ну и на Култуке за солянку с чебуреком 380 отдавал. А тут... прелестно. Ставим галочку. Успехов вам, процветания. И кто-то прицеп оставил. А ехал куда-то, наверное, на ремонт. Не наш случайно. Можно ехать дальше. А то сегодня тут
Все утро что-то непонятное, и, короче, это... Без завтрака остался. Когда собрался завтракать, я уже понял, что час назад должен был поехать. Как тут наш кормилец? Ну, все гуд. Так что поехали дальше. Это поворот, знаете, как они на ВВ, вязимы, топниры какие-то. Чувашия уже. В общем, не знаю, кто чего тут на Чувашию жаловался. В одном месте там просто был асфальт срезан. Ну так, были немножко ямки. А так, Чувашии никаких претензий от слова совсем с дорогой. Ну, я не буду говорить, кто это делал. Но напугали так, что не едет, там дорога разбитая. Ну, не знаю, вот сейчас вот уже все, Суру переезжаем. Чуть-чуть тут пару километров Никольская, и все, и Нижегородская область начнется. Так что в Чувашии все вообще просто хорошо. Идеально не скажу, хорошо. Еще до сих пор его не демонтировали, этот мост. Они еще один строят, видите, вон. Я думал, тот они уже тоже должны его демонтировать. Будет что, там две полосы и здесь две полосы. Ну да, как бы так, наверное, будет. Вот мы сейчас скоро заедем. Минут через 5-7 заедем в Нижегородскую. Посмотрим, как она поживает. Время 15 минут 4 сейчас. Красно-беленький там впереди идет, я успел заметить. Ну, такой хороший состав собрал. Он красавчик. Как только есть возможность, он двигается, пропускает. Вот Лысковский район начался. Ну, сказать, что тут прям катастрофа-то не скажешь. Местами уже даже подлатано. Да, есть ямки, появились. Такие. Что-то уж прямо тут вах. Пока нет. Может, там ближе к столу будет хуже. Ну, вот они, видите, такие. Надо как этот. Жик, маневрировать. Да, для легковых, конечно, это совсем они такие опасные. Можно и диск погнуть, хотя для грузовиков тоже у меня было такое. Ман ТГАшно. Самый первый. Начинал-то, можно сказать, ну, кроме МАЗа, после МАЗа-то Ман был. Низкорамный паровоз. И все, с Минска на Москву шел, тогда ж тоже М1 была ушатанная туда в хлам. Ну, это какой там год был? 2003, наверное. Да, 2003. И все, я что-то в одну яму как влетел. Только слышу. Понятно. В общем, это. Все, диск загнул. А он-то сам по себе там, что там, посадка-то низкая. А тут еще ниже упал. Ё-моё, а как поднять, ни домкрат, ни подставить, ничего, того расстояния от земли. Ой, там делов было, пока его вывесил, чтобы это колесо было открутить так. Ну, такой интересный ман был. Первые кабины, которые пошли такие вот, как кабины, как вот эти ездят в основном. Магниты вот такие вот узкие, все, ну уже ТГАшные кабины.
Сырой, правда, сырой был. Ой, сырой, там, что не есть, то сервис. Уже во Франкфурте на Одере там немец уже знал, директор уже. Все, Алекс, hello, здорово, говорит. Говорит, а он новый был, 2002 года. Я в 2003 на него сел, получается. И год отработал, потом ушел оттуда, с той фирмы. 9 рейсов зарплату были должны туда. Год забирал потом частями. Это. Говорит, гарантия капут, говорит, фирма капут. Я. Такой. Интересно такой был. Машина была сырая вообще, ужас. Что не рейс. Каждым рейсом не было такого, чтобы я ехавший там на Бельгию. Ну, я в основном ковры тогда таскал. Еще 120 кубов, паровоз. Полгода точно на коврах сидел. На Москву. Вот. И каждым рейсом ехавший там, с Москвы пустой на Белоруссию, там обычно досками грузились и куда-нибудь. Либо на Германию, либо на Францию. Потом оттуда в Бельгию за коврами. Каждым рейсом я заезжал к нему. Ты уже все знал. Кофе сразу несет, угощает. Все, говорит, давай, рассказывай, говорит, какие у тебя проблемы. В 2004 это был, да, в 2004 я оттуда уволился. Надоело ездить без зарплаты. Я говорю, вот потом еще ходил, забирал. 9 рейсов я увольнялся, 9 рейсов была задолженность по зарплате. Жили только на том, Шторков спасал. Ну, кто ездил, тот в курсе, что такое Шторков. А тогда еще с Польши в Германию тоже был. Граница еще была, еще поляки в Евросоюз не вошли. Граница была, оформление, и тоже 200 литров вход. Ну, все там, рискнешь, там солярки завезешь, и Шторка, и там 3-й съезд по 12-му автобану, Эсовский автохов. И все, начиналось там торговля, куплю, продам, там заедешь 200 об землю, класс, 200 евро в карман положил. Почти зарплата была, мне тогда точно помню, я еще точно помню, мне тогда за рейс Минск, Бельгия, Москва, Минск, мне платил ровно 309 евро. Вот я вот помню это как отче наш, 309 евро. Ну и 200 вложился в карман. Солярку там. Там вообще что там творилось в этом Шторке? Там не пицца было на этом эсэсовском автохофе. А потом, когда это все открылось, все это закончилось, это в Евросоюз вошли, там как-то заезжал раз или два, там 3 машины на весь автохоф стояло. Вот. Ну так-то ничего. Нормально. Пока нормально. Вот 80 километров осталось уже до Кстовской объездной. Нормально едем. Вот опять, наверное... ну я же говорю, я только что просто недавно опять тоже Краснобеленького походил. Сейчас вот там за мной вообще никого нету. Потому что я успел обойти, а больше никто. И все, где-то там, далеко-далеко они едут сзади за ним. О, широкая. Все, погнали, педаль в пол. Надо обходить всех, кого можно. Карабкаемся в горку после долины смерти, Кстовской долины. В общем, тревога была ложная. Вот Кстовская долина, да, вся низина, вот она ушатана в хлам. 30-40 едешь. А все остальное ничего критичного. Ну, бывает так, и что-то раз. Это как бы резюмируем. Все там нормально. Она, да, вот здесь, я думаю, тут скоро начнутся ремонты, опять тут все будет стоять. У нее тут все как... Сколько не ездишь, тут постоянно все не слава богу. То мост этот годами ремонтируют, который вот, когда вот с этой горы только в ту сторону спускаешься, там постоянно перекрывают, тут колейки стоят, то еще что-нибудь. Так что все нормально. Ну, сейчас что? Время 5-10 минут 6. Надо было где-то фары помыть. Нифига не видно. Вообще не светит. Грязь летит. Что посмотрим. Сейчас не буду останавливаться. Уже, наверное, эту
Нижегородскую объездную пойдем, там тормознем, помоем. Пирожков не видно, все как всегда. Вот. Ну и потом еще надо, да, сегодня проехать немножко до какого Владимира. Да и хорош. Догнал, что ли, легковушку? А нет, сломался кто-то. Сломался, пробочка собирается. Все, выходим на широкую. У Чупа-Чупса минут 10 пришлось потолкаться, самый час пик, 5 часов. Полшестого было. Все, дальше уже четырехполоска пойдет. Ну вот она, кстати, и начинается. Владимир 276. Такой еще как бы подсох, так и не сильно грязный. Рожки помыл. Вкусный дом, кафе. Я еще в кафе не пойду, что-то не хочется кушать. Потом уже поужинаем. Все, фары помытые, рожки помытые. Можно ехать дальше. Блин, такой движняк, да? Ты с Дальнего Востока приезжаешь, там такая тишина, машин нету, едешь себе один, а здесь нескончаемый поток. Все едут, 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 куда все едут? Да. Выходим с Вязников из 15,9. Что нам никто ехать не дает. Сейчас здесь должна быть Башнефть, заправка. Мы сейчас на нее заедем. Встретимся там с одним хорошим человеком. Зовут его Федор. Пожмем друг другу руки, познакомимся. И потом после этого поедем, я думаю, в этот, в Сенинские дворики, наверное. Хорош уже. С 15,9, сейчас пока тут туда-сюда, и пока доедем, тут уже и спать пора. Группа компаний «Автоспецмиссия». Извините, сударыня. Ваша реклама пока нас не интересует. Так, это у нас Башнефть или что это за заправка? Говорил, после Вязников сразу. Наверное, да. Нет, это не Башнефть. А нет, Башкирнефть, все правильно. Наверное, еще не приехал, а может и приехал. А, он приехал. Моргать не буду, у меня правая фара не работает. Это. А я, наверное, вот здесь стану. 120 метров поверните. Дальний свет. Надо лампочку поменять, я все никак не соберусь. Руки не дойдут. Ну все, пойдем мы. Постояли с Федором, поговорили. Давай, счастливо. Рад был знакомству, удачи.
недолго так, минут 20, наверное. Вечер уже поздно, 10 час. Ему домой ехать надо. И нам отдыхать ехать надо. Что, поехали? До Сенецких двориков и будем баиньки. На сегодня хватит руль крутить. На следующем Завтра повороте продолжим. поверните направо. И не только завтра. Еще крутить его и крутить. Ё-моё. Такой поток машин, с заправки не выехать.